Однажды Прометей украл огонь у богов и подарил его людям. Зевс был вне себя от злости. В наказание он отправил людям ящик Пандоры. Мор, ужас и скверна выбрались наружу и охватили сердца людей. Скверна не помиловала никого, и боги обезумели. Но надежда остается. Скверна не коснулась ангелов. Пришло время собрать свою лигу ангелов. Качай по ссылке в описании. Всем привет! С вами как всегда Tough Project. Помните, мы рассказывали про кучу анонсов на позапрошлой неделе? Так вот, сегодня их будет не меньше. Так что прыгаем с места в карьер. Вышел новый и, возможно, последний тизер-трейлер к последнему фильму трилогии Fate Stay Night Heaven's Feel. Выйдет он на дисках 31 марта 2021 года, а значит ждем озвучку с хорошей картинкой уже в апреле. Вышел тизер к аниме по манге Бисёнэн Тантейдан от Нисио Исин, автора серии Моногатари. История робкой студентки, что ненавидит красавцев и жаждет отыскать некую звезду, которую увидела 10 лет назад. Но так уж вышло, что единственным клубом детективов в ее академии заправляют 5 отъявленных бисёнэнов. Производством проекта занимается студия Shaft. Премьера назначена на 10 апреля. Паранабе Тамадачи но Имоута га Орини Дакеузай анонсирован аниме-сериал. История сверхсерьезного паренька, который урезал свою молодость по максимуму, оставив в ней место лишь для лучшего друга до учебного плана. Парень отдает все на благо будущего, но так вышло, что в комплекте с другом прилипла его младшая сестра. Красавица, отличница, умница и звезда школы. Теперь она каждый день пристает к сэмпаю и больше никто ей не нужен. Подробности о сериале обещают позже. В сети появился трейлер к сериалу «Паранабе слайм таосте сан бякунен ширанай учинил эверимаксу ни натте шиматта». История работящей девушки, что умерла от переутомления и угодила в Исэкай, где стала бессмертной ведьмой. Год за годом она радовалась жизни, обживая местность и давя слаймов ради заработка. Но спустя 300 лет, сама того не зная, достигла такого уровня, что стала сильнейшей волшебницей в мире. Отвечает за аниме студия Revarut. Премьера первой серии состоится 10 апреля 2021 года. Также студия Revarut анонсировала аниме-сериал Паранабе Тенсей Кензя но Исэкай Райфу Дайни но Сёкугё уэте Сэкай Сайкё ни наримашта. Сказка об офисном работнике, которого гоняли на работе во все тяжкие, пока одним прекрасным вечером родной компьютер не сообщил ему, что тот призван в иной мир. Какой-то баг, подумал парень, и тут же оказался посреди странного леса, где случайно наприручал кучу слаймов, набрался имбовых скиллов и отправился искать приключения. Подробности обещают позже. Паранабе Тенсай Оуджи но Акадзи Кокко Сайсейджутсу анонсирован сериал. Сюжет расскажет нам сказку о ленивом корыстном принце, который устал от монарших дел в умирающем королевстве и день за днем мечтал, как бы слить страну врагам да оставить трон. Но так уж вышло, что в первой же войне он не просто размазал оккупантов, но еще и экономику в стране поднять умудрился. Теперь хочешь не хочешь, а править придется. Подробности о дате выхода пока неизвестны. 31 января вышла последняя глава манги Summertime Render, а вместе с ней анонсировали аниме и лайф-экшн адаптацию. Сюжет же повествует о башковитом пареньке по имени Шинпэй, который вернулся в родной город, дабы расследовать странную смерть сводной сестры. Студия JC Staff анонсировала аниме-сериал Паранабе Шикакумон но Сайкё Кенджа. Поведает оно об одаренном колдуне, который прожил жизнь в теле, отмеченным кузнечной магией, а под конец запечатал душу и намеренно переродился бойким юнцом, который без проблем задаст всем жару в новой Академии магии. Дата премьеры пока не сообщается. Также неизвестна дата и другого анонса от JC Staff – аниме по манге Шинигами Ботчан Токура Мейд. Мрачная, полная любви история о смертоносном герцоге, который несет погибель всем, кого касается, и его кокетливой горничной, что верна господину до гроба. Возрадуйтесь, любители подземелий, ибо анонсирован 4-й сезон Dungeon Ideaiwo Motomiru no wa Machigatte Darouka. Сразу после этого вышел и первый тизер с датой, новый сезон выйдет в 2022. Также вышел трейлер к новой овашке по Данмачи, вновь посвященной горячим источникам. Выйдет она уже 28 апреля. Никто такого не ожидал, да и вряд ли много кто хотел, но вышел тизер с анонсом второго сезона Goblin Slayer. Если кто забыл, напоминаем, что сюжет повествует о группе авантюристов во главе с убийцей гоблинов Мечником, что из-за событий прошлого решил истребить всех гоблинов на корню. Дата выхода и прочие подробности пока не сообщаются, но будем надеяться, что авторы в новом сезоне учтут недостатки первого сезона и исправятся. Хорошие новости для поклонников Mushoku Tensei и Isekai Taragon Kidас. На днях руководитель и продюсер компании Egg Firm Нобухира Асава дал интервью, где сказал, что «Безработный» станет долгоиграющей адаптацией ранобэ, вроде Sword Art Online или Данмачи.
Другими словами, одним сезоном дело не ограничится. Для тех, кто не в курсе, поясним, что Egg Firm вместе с White Fox создали студию Bind, которая и занимается безработным еще несколько лет назад, и по словам Асавы, новая студия несколько лет оттачивала рабочую схему именно ради этого сериала. Актер Идрис Эльба на пару с женой внезапно вписался поработать над новым оригинальным аниме с рабочим названием Dantai от Crunchyroll. Из подробностей на данный момент известно лишь то, что это будет темное фэнтези. Ну, вы поняли, темное. А сами Crunchyroll описывают аниме как афрофутуристический научно-фантастический сериал, действие которого будет происходить в городе, где развитие биотехнологий создало постоянно увеличивающийся разрыв между имущими и неимущими. Две восходящие звезды по обе стороны от этого разрыва сталкиваются друг с другом в истории, которая в конечном итоге исследует равенство и родство в коррумпированном обществе. Если что, про афрофутуризм это была не шутка. Впрочем, подробностей пока немного, так что выводы раньше времени делать не будем. Лишь бы все не получилось, как в одном афродетективе от Netflix. Но вернемся к другим новостям. Вышел трейлер к аниме Които Йобуни ва Кимочи Варуй. История расскажет нам сказку о нелюдимом бизнесмене, который воротил нос от женщин, пока не втрескался в подругу своей сестры. Та ответила на несуразные ухаживания отвращением, но парень по незнанию принял его за симпатию. Стартует аниме в апреле 2021-го. Снимают на студии Nomad. Анонсировано новое аниме по ранобэ Shoki Shoujo no Virgin Road. Добро пожаловать в Исэкай мечты для ненавистников Исэкая. Место, где попаданцы так уже всех достали, что жители создали отдельный эскадрон киллеров, которые призваны выслеживать и убивать нежеланных туристов. И все бы хорошо, но одним прекрасным днем прибыла неубиваемая гостья, которую клинок так и не взял. Значит, убийца попробует еще разок, а потом еще и еще, пока не получится. Подробности о проекте пока не сообщаются. Аниме-сериал Урами Чио-Нисан обзавелся датой релиза. Стартует в июле 2021-го. Поведает он о странноватом ведущем детской телепередачи с эмоциональным расстройством, который, развлекая невинных детишек, постоянно срывается в байки о тяготах современной жизни взрослого, вроде депрессии, работы и так далее. Изначально его обещали в 2020-м, но перенесли из-за пандемии. Производством занимается студия Blank. Появился новый трейлер к новому аниме Godzilla SP от Bones и Orange. Напомним, что снимает его для Netflix. Новинка станет самостоятельным проектом с новой сюжетной линией и персонажами. Будет сочетать в себе классическую 2D анимацию и CG. Премьера состоится уже в апреле. В официальном твиттере появилась информация с коротким тизером, что 30 марта аниме Black Clover закончится со 170-й серией. Тем не менее, после финального эпизода обещают важный анонс. Что ж, делаем ставки, будет ли продолжение, как это модно сейчас с сёнэнами. А на сегодня у нас все. Сегодня было прямо настоящее засилье фэнтези. Теперь даже немножко страшно за 2022. Напишите в комментариях, как вы думаете, каких анонсов нам всем стоит ждать в ближайшем будущем. А с вами, как всегда, был Tough Project. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите к нам в Discord и, возможно, окажетесь в Исэкае.